Добрый день. Меня зовут Николай Дыбовский. Я работаю в студии Icepeak Lodge, которая сейчас готовит к выпуску игру More. Вы уже давно ждете эту игру. Мы уже дважды переносили релиз этой игры. Так получилось не потому, что мы ленились, не потому, что мы плохо работали. Причин для этого была масса, и все эти причины были внешние, труднопреодолимые. Среди них был финансовый кризис. У нас сорвалась очень важная инвестиционная сделка, потому что вы, конечно, понимаете, что сделать игру такого масштаба на ту сумму, которую мы собрали на Кикстартере, невозможно. Мы работали на пределе своих сил, мы максимально выкладывались, и то, что мы довели эту игру до победного конца, это огромное достижение. Я скажу вам, что мы приняли такое непростое решение не затягивать это ожидание еще сильнее и выпускать игру по частям. Сначала мы предложим вам сценарий Гаруспика, и только потом, с некоторой задержкой, сценарий Бакалавра и Самозванки. Я знаю, что среди вас есть люди, которые ценят эту игру именно за то, что она предлагает одновременно 3 разные точки зрения на игровую ситуацию. 3 совершенно разных версии того, откуда взялась эта эпидемия и как ее победить. Однако мы видим статистику на Steam. Мы понимаем, что подавляющее большинство игроков, наверное, 90%, проходят эту игру шаг за шагом, с большими временными интервалами. Сначала проходит один сценарий, спустя некоторое время другой, и только потом третий. Мы решили, что мы не вправе затягивать это ожидание, и ради того небольшого количества людей, которые готовы набраться такого терпения, чтобы сразу все 3 сценария пройти и сразу оценить, насколько они не похожи друг на друга, заставлять терпеть тех людей, которые все-таки будут проходить эту игру медленно, постепенно, итеративно, шаг за шагом. У решения у этого есть еще и вторая причина. Когда мы выпускали нашу первую версию игры, переиздание классической версии, когда мы выпускали «Мраморное гнездо», когда мы выпускали альфа-версию, мы получали от вас очень много необычного, неожиданного фидбэка. Это первая разработка в истории нашей студии, когда мы создаем игру в настолько тесном контакте с аудиторией. Раньше мы всегда закрывались как бы у себя, в такой тесной башенке из слоновой кости, там у себя ставили какой-то необычный эксперимент, и потом выносили его на суд публики. А там уже публика говорила, насколько этот эксперимент странен, интересен, сложен. Теперь мы набрались смелости, и мы стали показывать вам, скажем так, промежуточные версии того, что мы собираемся сделать. И вы знаете, это было интересно, потому что ваши отзывы, ваше мнение, то, что вы говорили нам и в ответ на переиздание классической версии, и в ответ на выпуск «Мраморного гнезда», и самое важное, в ответ на публичную альфа-версию, очень сильно поменяло наше представление о том, насколько сильно изменился подход игроков к играм. Мы играем в игры не так, как 10 лет назад. Сейчас мы не готовы вкладывать в игру, точнее, скажем так, не все из нас готовы вкладывать в игру столько терпения, столько усидчивости, столько внимания, столько сил, как это было раньше. Мы понимаем, что игры должны стать несколько удобнее, чем мы хотели бы делать. Наш More, как и все наши предыдущие игры, был экспериментом. Это была такая лабораторная работа, в которой мы хотели предложить игроку оказаться в максимально непонятной ситуации, где он не знает, что ему делать, где он должен сам ставить себе цели, где он должен сам понимать, куда ему идти, зачем ему туда идти и что для него это означает. Очевидно, мы слишком сильно увлеклись этим экспериментом. Версия игры, которую мы хотели вам предложить, была невероятно трудной. Порог вхождения в нее был очень высоким. И с учетом ваших отзывов мы решили сделать эту игру немного понятнее, немного удобнее, немного доступнее. Это совсем не означает то, что мы отказались от наших первоначальных замыслов. Нет. Это по-прежнему эксперимент, это по-прежнему достаточно новаторская вещь. Надеюсь, что вы это оцените. И когда сыграете в нее, поймете, в чем был наш замысел. Но сама подача материала требует от нас определенных реформ, скажем так. Именно поэтому сценарий Гаруспика, который наиболее готов, мы сейчас предложим вам, а сценарий Бакалавра и Самозванки, которые мы покажем вам позже,
возможно, мы тоже немного скорректируем с учетом того, как люди сыграют в наш первый сценарий, сценарий Гаруспика. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием, и я заранее вам за это благодарен. Спасибо.